Здравствуйте, друзья! Я юрист Валерий Табаков. Сегодня я представляю вам юридическую и криминалистическую аналитику по делу, которое вызвало широкий общественный резонанс. Делу об убийстве Андрея Порубия, в котором подозревается Михаил Сельников. Цель моего видео – это объективный разбор имеющихся фактов, анализ заявления Сельникова и попытка объяснить, почему его слова вызывают серьезное сомнение в его причастности к этому преступлению. Правда? Неожиданно. Также я затрону важный аспект – возможность фальсификации доказательств в подобных делах, и в частности в этом, и то, как это может повлиять на ход расследования. Я постараюсь изложить все максимально понятно, всесторонне, подробно, чтобы вы смогли сформировать свое мнение. Рассмотрим это дело с точки зрения юридических стандартов, криминалистических принципов и простой железной логики, уделяя особое внимание уязвимости следственного процесса. Прежде всего, давайте разберем фактическую основу дела. 30 августа 2025 года во Львове было совершено убийство Андрея Порубия, бывшего спикера Верховной Рады Украины и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Согласно информации из открытых источников, человек, одетый в форму курьера службы доставки, несколько раз выстрелил в Порубия, после чего скрылся с места преступления на электровелосипеде. Порубий скончался до приезда медиков. Подозреваемым в этом деле является Михаил Сельников, житель Львова. По данным СМИ, 2 сентября 2025 года в суде он признал свою вину, заявив, что его действия были продиктованы местью украинской власти. Он также сказал, что убил Порубия, потому что тот жил рядом. А если бы он, то есть Сельников, находился в Виннице, то его целью, скорее всего, стал бы Петр Алексеевич Порошенко. И вот это, друзья, заявление Сельникова – это ключевой момент, который мы будем с вами анализировать. И это заявление вызывает серьезные вопросы. Я хочу показать, почему эти его слова могут указывать на то, что он, Сельников, не обладал точной информацией о местонахождении своих так называемых целей. Кроме того, я затрону вопрос, как легко в подобных делах можно сфальсифицировать доказательства. Если следствие гипотетически будет к этому склонно. И это особенно важно, учитывая политический контекст дела и общественный резонанс. Перейдем к юридическому анализу заявления Сельникова. Во-первых, разберемся с признанием вины. С точки зрения уголовного права Украины, признание вины – это важное доказательство, но оно никогда не является единственным или решающим. Согласно статье 23 Уголовно-процессуального кодекса Украины, никакое доказательство не имеет заранее установленной силы. Суд обязан рассматривать все доказательства в совокупности. Признание Сельникова, о котором сообщают СМИ, такие как РБК и BBC, действительно было сделано в суде. Но одного признания недостаточно, чтобы установить вину. Нужны материальные доказательства: оружие, следы ДНК, видеозаписи, показания свидетелей. Более того, в юридической практике нередко встречаются случаи, когда подозреваемые признаются в преступлениях, которых не совершали.
Причины могут быть разными. Психологическое давление, желание привлечь внимание, политические мотивы или даже психическое расстройство. В случае Сельника его мотив «месть» украинской власти звучит громко, однако требует тщательнейшей проверки. Мы должны задать вопрос, действительно ли его признание соответствует фактам, или это попытка достичь какой-то другой цели. Например, привлечь внимание к себе, создать политический резонанс или, как он сам упоминал, добиться обмена на военнопленных. Во-вторых, давайте разберем само заявление Сельникова. Он сказал, что убил Порубия, потому что тот жил рядом. А если бы он, то есть Сельников, находился в Виннице, то его целью стал бы Петр Порошенко. Такое утверждение крайне важно, потому что оно может быть рассмотрено как косвенное доказательство мотива и умысла. Однако оно также вызывает вопросы о правдоподобности. Все мы знаем, что Петр Порошенко уже давным-давно не живет в Виннице. Его деятельность в последние годы связана в основном с Киевом и другими регионами. Если Сельников считает, что Порошенко находится в Виннице, это говорит о том, что он не обладает актуальной информацией о местонахождении своих так называемых целей. А если он ошибается в отношении Порошенко, то как мы можем быть уверены, что он знал, где находится Порубий? Это логическое несоответствие ставит под сомнение достоверность его слов о том, что Порубий был выбран из-за географической близости. В судебной практике такие несоответствия в показаниях подозреваемого рассматриваются как сигнал возможной недостоверности. Чтобы подтвердить слова Сельникова, следствие должно установить, действительно ли Порубий проживал во Львове в момент убийства и был ли Сельников осведомлен о его точном адресе. Без этих данных его заявление выглядит шатким. И в-третьих, давайте поговорим о квалификации преступления. Прокуратура переквалифицировала дело на статью, связанную с посягательством на жизнь государственного деятеля. Это серьезное обвинение, которое предусматривает возможность пожизненного заключения. Такая квалификация указывает на политический контекст дела. Это обязывает следствие особенно тщательно проверять мотивы и возможных заказчиков. Заявление Сельникова о мести украинской власти, личной мести, может быть попыткой придать делу политическую окраску. Но без конкретных доказательств, например, переписки, финансовых следов или свидетельств о контактах с третьими лицами, это заявление остается лишь словами. Переходим к криминалистическому анализу. Первое, на что нужно обратить внимание, это материальные доказательства. Согласно сообщениям СМИ, Сельников пытался уничтожить улики, а оружие, из которого было совершено убийство, до сих пор не найдено. И это серьезный пробел в доказательной базе. С криминалистической точки зрения оружие – ключевой элемент. Оно может содержать отпечатки пальцев, следы ДНК или баллистические данные, которые подтвердят или опровергнут причастность подозреваемого. Без оружия следствие вынуждено опираться на косвенные доказательства, видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей и само признание Сельникова. Но
этого недостаточно для надежного обвинения. Кроме того, есть информация, что Сцельников использовал форму курьера и скрылся с места преступления на электровелосипеде. Это говорит о некоторой степени подготовки. Но вопрос, если его действия были спонтанными, как он утверждает, как он смог так быстро организовать форму курьера и пути отхода? Это наводит на мысль о возможном наличии сообщников или более сложной организации преступления. Если же он действовал один, то его заявление о мести выглядит менее правдоподобным, так как спонтанные преступления редко сопровождаются такой подготовкой. Второе, что важно рассмотреть, это поведение Сцельникова. По данным СМИ, в суде он вел себя спокойно. Даже с улыбкой говорил о своих мотивах. Такое поведение можно интерпретировать по-разному. Это может быть признаком хладнокровия, психопатологии или попытки привлечь внимание. С криминалистической точки зрения необходимо провести психиатрическую экспертизу, чтобы установить, не является ли его признание результатом психического расстройства или попыткой достичь каких-то иных целей. Например, Сцельников упоминал, что хотел бы быть обмененным на военнопленных. Это может быть его истинной мотивацией, но не месть. Третье. Это проверка алиби и мотивов. Нам нужно знать, где точно находился Сцельников в момент убийства. Видеозаписи, которые, как сообщается, анализируются правоохранительными органами, могут подтвердить или опровергнуть его присутствие на месте преступления. Также важно изучить его прошлое. По данным СМИ, Сцельников – бизнесмен с налоговыми долгами, который пережил личную трагедию, потеряв сына в ходе боевых действий. Это может указывать на эмоциональные или финансовые мотивы, но их связь с Порубием остается неясной. Следствию нужно установить, были ли у Сцельникова личные контакты с Порубием или конкретные причины для мести именно ему. Четвертое, и это важно, это возможность фальсификации доказательств. В делах такого уровня, особенно с политическим подтекстом, существует риск, что доказательства могут быть сфабрикованы, если следствие гипотетически будет к этому склонно. Например, для подтверждения вины Сцельникова следствию достаточно представить пистолет, который якобы использовался при убийстве. Нанести на такой пистолет отпечатки пальцев Сцельникова не составляет труда. Это можно сделать, используя предметы, которых он касался, или даже подделав отпечатки с помощью современных технологий. Дальше остается мелочь – отстрелять пули из этого пистолета и подменить гильзы, найденные на месте преступления, на те, что были отстреляны из подложного оружия. Баллистическая экспертиза, если она проводится без должного контроля, может не выявить подмену, особенно если гильзы изначально не были должным образом задокументированы. Это, конечно, гипотетический сценарий, но он показывает, как уязвима доказательная база в делах, где отсутствует само орудие преступления. В условиях политического давления или коррупции такие манипуляции становятся реальной угрозой для справедливого расследования. Теперь разберем логические несоответствия в заявлении Сцельникова. Во-первых, ключевое несоответствие – это его ошибка с местонахождением Петра Порошенко. Как я уже сказал, Порошенко давно не живет в Виннице. Его деятельность связана с Киевом и другими регионами. Если Сцельников считает, что он там находится, это говорит о том, что он не владеет
актуальной информацией о своих целях. А если он ошибается в отношении Порошенко, то его утверждение о том, что Порубий был выбран из-за географической близости, тоже вызывает сомнения. Следствию нужно проверить, действительно ли Порубий проживал во Львове и знал ли Сельников точный адрес Порубия. Во-вторых, мотив мести украинской власти. Сельников связал свои действия с потерей сына в боевых действиях, но Порубий на момент убийства не занимал активных государственных должностей. Почему он выбрал именно Порубия, а не, например, действующих политиков? Это несоответствие требует объяснения. Если его мотив был личным, следствие должно найти конкретные факты, связывающие его с Порубием. Например, переписку, угрозы или свидетельство конфликта. В-третьих, есть предположение о так называемом российском следе. Соратники Порубия утверждают, что он мог быть в списке для ликвидации, составленном российскими спецслужбами. Однако сам Сельников отрицает это. Если убийство было организовано третьей стороной, его заявление о личной мести может быть попыткой скрыть истинных заказчиков. Но если он действовал самостоятельно, то его слова о географической близости и гипотетическом убийстве Порошенко выглядят еще менее убедительно. Четвертое. Возвращаясь к возможности фальсификации, мы должны понимать, что отсутствие оружия и других прямых улик делает дело уязвимым для манипуляций. Если следствие захочет укрепить обвинение против Сельникова, оно может пойти на подлог, как я описал ранее. Это подчеркивает важность независимого контроля за следственным процессом, включая участие адвокатов, экспертов и, возможно, международных наблюдателей, учитывая политический вес дела. И давайте подведем итоги. На основании всего сказанного я делаю следующие выводы. Во-первых, заявление Сельникова о том, что он убил Порубия из-за его близости, а в Виннице убил бы Порошенко, содержит логические несоответствия. Его ошибка с местонахождением Порошенко указывает на то, что он, скорее всего, не знал, где находятся его цели. Это ставит под сомнение его осведомленность о местонахождении Порубия и, соответственно, достоверность его признания. Во-вторых, доказательная база в этом деле пока слабая, отсутствие орудия преступления, попытки Сельникова уничтожить улики и неясность с его подготовкой требуют дальнейшего расследования. Одно лишь признание не может быть основой для обвинительного приговора. В-третьих, возможность фальсификации доказательств нельзя исключать. Если следствие захочет укрепить обвинение, подделка улик, таких как оружие или гильзы, технически осуществима. Это подчеркивает необходимость строгого контроля за следственным процессом и независимой экспертизы. В-четвертых, следствию необходимо провести ряд дополнительных действий. Первое. Психиатрическую экспертизу Сельникова, чтобы установить его вменяемость и истинные мотивы. Второе. Проверить его местонахождение в момент убийства с помощью видеозаписей и других данных. Третье. Изучить возможность наличия сообщников или заказчиков, включая анализ его финансовых операций и коммуникаций. Четвертое. Выяснить, есть ли доказательства так называемого российского следа. Пятое. Обеспечить прозрачность следствия, чтобы минимизировать риск фальсификации улик. В заключение я хочу сказать, что заявление Михаила Сельникова о причастности к убийству Андрея Порубия вызывает серьезное сомнение. Его неосведомленность о местонахождении Петра Порошенко подрывает доверие к его словам о географической близости Порубия.
Без материальных доказательств, таких как оружие или четкие следы, его признание остается недостаточным для установления вины. Более того, возможность фальсификации улик в таком деле, особенно с учетом его политического контекста, требует повышенного внимания со стороны адвокатов, общественности и, возможно, международных наблюдателей. Я, Валерий Табаков, призываю правоохранительные органы провести тщательное и беспристрастное расследование, чтобы установить истинные обстоятельства этого дела. А вас, уважаемые зрители, я призываю не делать поспешных выводов, пока следствие не завершено. Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить это дело, его конкретные аспекты, пишите в комментариях. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.